Желать — это еще не значит получить. А жизнь еще не научила тому, что победа не всегда достается тем, кто идет напролом. Вы слышите цитату, а это значит, что вы на канале Алекс ОБС. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Desolated District. Слева дает старт Хохарт, генерал Гла, Кассат, стелс технологии Гла. Справа стартует Анубис, генерал Фай, Китай, пехота. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, данная игра проходила в рамках фасткапа со стартовой суммой 50 тысяч долларов. Призовой фонд 3500 рублей. Спонсор турнира Евгений, постоянный зритель канала Dark Dante. Хохарт и Анубис уже не раз выясняли отношения. Есть стрим на моем канале. Если я не ошибаюсь, то счет у них по матчам 1-1. Если я, конечно, буду учитывать только те, которые мы проводили на моем канале. Что же касается данного поединка. Полуфинал турнира, до 3 побед, счет 1-1. В финале одного из бойцов уже ждет соперник. Кто же поведет в счете, мы с вами сейчас и узнаем. А кто вышел в финал по итогам, я скажу в конце видео. Итак, начинаем смотреть. Вот это вот интересный сразу со старта моментик. Смотрите, какие интересные бункера. Прям под саплай к глашнику здесь поставить хотел Анубис, но не вышло. Побежал подрывник и просто уничтожил дозер. Идут вперед два поста. Один выселился, сел в бункер. Дозер тут катается, за ним бегает подрывничок, взрывается, но дозер жив. Заезжает Анубис постом как раз под саплай. Здесь ставит минку Хохарт. Еще один пост также заехал. Пострелял здесь по рабочим, но отменяется с помощью квада, и пехота также вся, в принципе, ложится. Анубис добавляет. Ой, и взрывается, кстати говоря, пост. Минка все-таки себя оправдала. Заезжает еще один пост, и квады сразу же начинает настреливать, но Анубис отступает, и с помощью дозера сейчас ставят даже стационарный гатлинг. Хочет со старта отменить Хохарту добычу. Хохарт тем временем заезжает, кстати говоря, техничка, и пробивается полтраки. Удается, знаете, пробежал здесь угонщик, хотел себе Хохарт, видимо, дозер получить, энергию захотел сейчас себе глаз. Заезжает двухлучковая техничка, еще под один сап, будет пробовать дамажить саполтраки. Еще одна течь, но есть Хеликс. Техничку, естественно, будет сейчас отменять. Ставится интересная позиция в виде норы. Сейчас как раз здесь во фланге инфантри. Ну, посмотрим, сможет ли Хохарт эту норку реализовать. Подъехали квады. Ответная атака пошла. Изначально здесь, вот прям вот на вот этих позициях атаковал Анубис. Хохарт отбился и поехал уже теперь сам в атаку. Уничтожает дозер. Здесь есть 3 поста. Лотас. Пробивается пост, сразу же пехота с помощью квадов, естественно, закрывается. Бьется казарма. Может быть, стоило часть юнитов отправить на уничтожение поста, но в принципе так и происходит. Пост минус, казарма почти добита. Пробивается саполтраки. Труповоз. Так. Посты катаются, пробуют отогнать, но не выходит. И пробивается саполтраки. Казарма легла. Вскрывается еще один пост. Квады очень хорошо помогают. Бьют пехоту. Ракетчики вскрывают под посты тоже очень быстро. Появляется... с помощью, ну, пропаганду построил, появляется ИЦМ танк, естественно, будет пробовать защищаться от пехоты, от ракетчиков, но не удается. И просто сейчас вся пачка у Анубиса ложится, пробивается тем временем саплай, и просто сейчас, ну я не знаю, вот часть вот фланга просто теряется. И уже заходят, можно сказать, в центр мейна Хохарт. Посмотрим, как сейчас будет Анубис отбиваться. Есть еще 2 поста. Слушайте, берется дозер. Забирает еще Хохарт себе дозер. И сейчас должна, по идее, появиться у глашника энергия. Так, летают здесь хеликсы. Один хеликс вроде как падает, да, все верно. Один даже успел высадить, да, слушайте. Заезжает еще квады, норку себе все-таки Хохарт здесь построил. Еще один хеликс ложится, заезжают квады под посты. Прям врезается, можно сказать, в них. Пехота вся отлетает. Остается всего лишь один пост. Квадов, правда, тоже маловато. Осталось всего лишь 2. Но нормально так, на самом деле, Хохарт прошел.
В центре тем временем поставил саб Анубис, по нему бьют ракетчики. Хокард еще добавляет, правда, только пехоту. Квадов нормально потерял. На самом деле, инфантрии было бы неплохо захватить дроп-зону, но она сейчас пока под контролем Гла. Правда, он ее еще пока себе не перехватил. Но подойти лотосом сюда достаточно проблематично. Запускается арт-удар и ровно на сапплай поставил себе Хокард еще и командник инфантрии. И, естественно, появилась энергия благодаря тому, что украл дозер. Летит ковровка на ресурсный центр, на позиции, но ресурсный будет жить, но всех рабочих потерял сейчас Хокард, нужно восстанавливать, а это деньги. Очень много постов, много пехоты, квадов маловато. Ракетчиков бы перебить, эти ракетчики очень больно бьют по постам, скрываются просто на изи на самом деле. Много квадов, Джарман Кэл, но Джарман Кэл сейчас кэшбаунти будет себе набивать только в путь на самом деле. И пошел отстрел пехоты. Садятся в посты, по идее Джарман сейчас, да, все верно, будет выселять пост, еще бьет по пехоте. И теперь пехоты-то становится меньше. Постах ли есть еще что-нибудь? Давайте посмотрим. Есть еще какие-то посты с пехотой. Но маловато, мне кажется. Разжигается стена огня с помощью танка дракона. Убегает Джарман. Ну и в принципе и юниты также в норку уходят. Но выходят и с другой. Начинают бить по дракону. Норы помогают также. Вскрывается, я думаю, вскроется этот пост. Да, все верно. Пост еще и вдобавок пустой. Выходит Джарман, перезарядился, начинает настреливать. Пехота какая-то была минус. Пост был выселен, но обратно пехота садится. Ну и в принципе все. Одна нора вскрывается, я думаю, вторую также убьет. Хокард дает еще более наглую норку, слушайте. Так еще и здесь атака идет на Анубиса, да, пробивается все-таки ему сапплай. И есть, кстати, позиция под вышкой, но пока не захватывает Хокард. И зашел Лотос, точнее зашла. Отменяется один черный рынок. Сапплай у Анубиса был потерян. Хокард молодец, отвечает. В принципе, игра, на мой взгляд, даже примерно как-то равно идет. Ну, хотя... Последнее время мы наблюдаем только то, что Хокард бьет фланг Анубису. Но Анубис тоже какими-то с попытками атаки отвечает. То есть это были и повышения, это было уничтожение ресурсного центра. Здесь драконы зашли, но неудачно. Норка не отстраивается, пехота закрывается. Ставится вновь ресурсный центр, посты едут дальше по карте. Вот здесь норочка живет, ее палит Лотос, кстати говоря. Так, здесь квады есть и есть радар. Можно попробовать Лотос, в принципе, выловить. Но не знает ли о том, что Хокард... Знает ли, точнее, Хокард, что Лотос находится именно здесь? Пока неизвестно. Зашли квады, бьют сапплай. И летят мины. Но, не знаю, вроде как два квада даже на минах сейчас стоят. Один остался не на минах стоять. И пошла атака уже от Анубиса вперед на Хокарда. Сразу же посты некоторые вскрываются. Пехота уничтожается, идет танк-дракон. Еще 3 поста и дракон. Сжигается командник, сжигается сапплай. Командник инфантри, кстати. Дозер себе Хокард, напоминаю, перехватывал. Поставил командный центр и поставил электростанцию. Вот она здесь стоит, соответственно, спам сейчас угла намного быстрее. Так, заходит Анубис дальше. Джарман, ну как же Джарман помогает против инфантри? Хотел зажечь казарму, сейчас Анубис, но не вышло, и залетает ковровка. И минус энергия. Минус энергия, минус рабочий. Пробил здесь по военному заводу, но он живой, будет восстанавливаться и гоняется. Гоняется все-таки Хокард здесь за Лотосом и уничтожает. Все-таки удалось Лотоса вычислить. В центре вышка пока ничья. Внизу себе Анубис вышку взял. И опять попытка атаки теперь уже от Хокарда. Пробивается дозер. Отступает рокетбаги, там пост рядом. И пробивается бункер. Бункер, к сожалению, для Анубиса был пустой. Идет Джарман с 3 лычками, между прочим. Хотел пост, видимо, попробовать вскрыть, но не вышло. Отступает. Отступает Хокард. Дает еще одну норку. Здесь тем временем 2 квада плюс радар. Можно попробовать вышку убить, либо ее перехватить. Ну и катаются бойцы, пытаются друг друга вылавливать. И заходит все-таки Анубис вперед, да, и перебивает просто сейчас мини-армию Хокарду. Норку отстроить не удается, рабочий, скорее всего, сейчас тоже будет отлетать. А Хокард тем временем захватывает себе вышку, дал позицию здесь сверху как раз. Что тут на пути? Здесь гатлинг стационарный, сапплай, электростанция, дозер. Кстати говоря, выходит уже в спам вторичной экономики. Анубис есть у него, хакеры.
Филд на месте, летают миги, может быть ждет какой-нибудь батлбас. 3 завода, ставится еще одна казарма и идет Ребель, слушайте. Ребель идет, ну я не знаю, захватывать, перехватывать военный завод, что ли? Ну, возможно. Вышка была уничтожена, здесь 2 квада стояли, и скорее всего они эту вышку Анубису сейчас убили. Хокард захватывает себе вышку сверху. В центре вышку себе отхватил, бустанулся на 1000, но с помощью лотоса вышка была перехвачена, полетел арт-удар. Я думаю, что на военный завод и черный рынок. Да, все верно, ну рынок закрыл, завод продамажил, но завод живет. Убивает вторичку сейчас Анубис Хокарту. А вот тут интересно, восстановил сапплай. И саплтраки здесь потихонечку так из-за угла добывают. Хокарт вновь предпринимает попытку атаки. Здесь был батлбас, но его закрыли с помощью мигов. Кстати, миги все были потеряны. Уничтожается энергия и был уничтожен стационарный гатлинг. Уничтожается дозер сапплая. Также здесь нет. Есть, кстати, пачка у Анубиса. Но он решил закрыть эти юниты с помощью ковровой бомбардировки. И вы знаете, удается. Да, удается, уничтожается почти вся пехота. Остается только один ракетчик. Батлбас полностью минусован. И один стелсный квад остался. Был применен GPS-скрамблер. Пехоту, естественно, закроют. А Анубис пошел по вот этому проходу между холмами. Уничтожать позицию в виде норы. И Джарман Келл уничтожает ЕЦМ танк, ну точнее веселяет его, уничтожает пилота. Пробивается вышка. Хокард хочет с помощью квадов вышку отменить, но этих юнитов не хватит. Слишком большая армия сейчас у Анубиса. Хокард принимает решение отступать обратно в нору сейчас. И заезжает с двух сторон сейчас Анубис. По левому флангу заезжает через центр. Сеть тоннелей потихоньку уничтожает. Ну вот опять Джарман. Джарман, кстати говоря, уже новый. С 3 лычками был явно отстрелян, но вот опять новый Джарман, опять набирает себе лычки, уничтожает лотос. Достаточно опрометчивое, на мой взгляд, было решение от Анубиса захватывать дроп-зону, когда рядом был Джарман Келл, причем его должно было быть слышно, как он отстреливал пехоту. Анубис вновь предпринимает попытку атаки через центр. Есть, кстати, у Хокарта до сих пор вот здесь стелсная норка. Но пока он занимается тем, что отбивается на базе. Немножечко поджали на самом деле сейчас Гла. Уничтожили ему вот тут кое-какие позиции. Это мины. Вот они как раз под норами здесь лежат. Можно, в принципе, здесь есть рабочий. Да, все верно. Можно эти мины разминировать. Саплтраки продолжают кататься. Здесь есть нора. Нора в стелсе, но она очень каленая. Можно попробовать ее уничтожить. Но пока Анубис этим не занимается, он идет вверх по карте. Здесь, кстати, рабочий у Хокарта какой-то интересный стоит. Возможно, тот, который вот тут норку ставил. Но, наверное, он сейчас будет отлетать, точнее, извините. Анубис поехал уничтожать вышку. Анубис поехал уничтожать вышку, начинает здесь зажигать и просто сейчас собственную пехоту сжигает. Ну как же так? Заходит тем временем пост. Идет под сапплай, будет давить рабочих и удается просто всех рабочих передавить. И один сапплай сейчас, естественно, у Хокарта в блоке. Надо рабочих восстанавливать. Вышка сжигается. Полетела, это сброс пехоты, да, миниганеры сброшены сейчас в тыл Хокарту и ложится Эми-бомба. У Анубиса есть 5-й ранг, у Хокарта также есть 5-й ранг, но он пока свои повышения не применяет в виде скрытой атаки токсобомбы. Так, тут Джарман с 2 лычками отлетает от мигов. А миниганеры все ложатся от квадов тем временем. Да, ничего здесь, в принципе, с помощью них не удалось сделать. И пошла вновь армия от Анубиса через центр. Очень такая длинная колонна. И идут вперед. ИЦМ-танки, драконы, посты заряженные с помощью пехоты. Причем все, полетела ковровка, уничтожается здесь норы, токсобомба, ковровая бомбардировка. Ну, токсобомба просто, ну, наверное, можно сказать, как по учебнику. Шикарно, просто вся армия сейчас у Анубиса отлетела, вся подчистую. Да, пробил черные рынки, но один восстановится, а тот, который был до канализации уничтожен, отстроится. Тем временем, с помощью ракетчиков Хокард прет вперед, и появляется скрытая атака. Здесь был ребель-амбуш. Один миг был уничтожен, второй с помощью квадов сбрили. Уничтожается просто сейчас Филд. У Анубиса мало денег на самом деле сейчас в обойме. Уничтожается ему сапплай, который уже не добывает. Надо было вообще его, наверное, продавать заранее.
Так, здесь работают хакеры, и сверху также есть здесь 4 штуки. Вот тут был еще один хакер, вот он сидит. Маловато сейчас вторички, и просто громится база. Просто громится база сейчас Анубису. Анубис предпринимает попытку атаки здесь слева. Сверху спустился, идет вниз, хочет подобраться под сапплай, видимо, но просто натыкается на сопротивление в виде норы, в виде пехоты. Пробивается казарма, пробивается тем временем пропаганда. С помощью радара палит здесь хакеров Хохорт. Есть квад и пробивается просто командный центр, запускается арт-удар. Есть, в принципе, у Анубиса сапплай. Сверху здесь добывать не получается, просто саппалтраки были перебиты с помощью норы. Арт-удар запускается на черные рынки и уничтожается, в принципе, один и другой черный рынок. Два поста идут вперед, хотел пехоту передавить. Но с помощью ракетчиков, в принципе, все это спокойно уничтожается. Да, перебил пехоту Хохорту, но у Хохорту еще была очень хорошая армия, и просто Анубис сдается. Итак, счет получился сейчас 2-1. По итогу в финал вышел все-таки Хохорт со счетом 3-1. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.